Валя, ты где там заблудилась? Да, вот она я. Здравствуйте всем. Не удивляйтесь, что у нас вот такая сегодня съемка. Мы приехали с отпуска. Вот эти все растения я оставляла для дочери, чтобы она полила. Ну, остальные, многие растения, вы знаете, у меня находятся на фитильном поливе. Эти у меня сидят в грунте. И, естественно, за это долгое время, что мы отсутствовали, они могли погибнуть. Ну, есть, конечно, кладбище. Я уже пробежала по всем комнатам, там, где у меня стоят все растения. Здесь растения у меня, которые мне более дороги, которые я люблю и которые я хочу, чтобы они выросли живыми и здоровыми. Вот сейчас я выйду к вам. Вот она я. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Иванович. Ну, начнем наш обзор потихоньку. Ну, эти растения сейчас мы будем уносить по своим местам, на их родину, так сказать, а потом мы сделаем пересадку тех растений, которые мы привезли. Ну, начнем с моей любимой амазоники, Алоказия амазоника. Вот она распускает листья. Вот она немножко. Она у меня стояла на балконе. Вы знаете, ей ничего не было. Вот. Даже не отсушивала листья. И вот уже новые появляются. Но я ее хочу пересадить в будущем, потому что она уже много деток. И я хочу завести себе это растение. Оно мне больше нравится. Это все новые листья раскрученные. Вот они. Видите? А это уже... Ой, сейчас вытащу. Это уже идет от детки. Видите, уже новое растение. Ну, я сейчас не буду ее трепыхать со временем. Также хлорофитум у меня был на балконе. Дал потомство, цветет вовсю. Красавец необыкновенный. Ну, конечно, требуется подработка, удаление листов старых и листьев старых. Вот, чем я и займусь в ближайшее время. Ну, вот... Это мы так, когда собирались, я быстро-быстро все покидала. Ну вот заболел мой Петри. Придется верхушечку отрезать. Видите, она уже никакая. Я не знаю, почему он заболел. Ну, заболел. Будем узнавать причину позже. Дальше у меня само материнское растение Фрайдек пропало. А это уже детки. Я не стала их выковыривать, ничего. Они какой в том грунте, в котором их находилась прародительница или родительница, так они и находятся. Ну, оставила дочери на полив. Значит, тут мама умерла при родах, получается. Верно. Ну, они на балконе, жара. Здесь у меня драцена находится. Ну, тоже когда-то она начала подсушивать кончики, я ее пересаживала вместе с вами. И вот она дает новые листья. Пошла в рост. Все это, естественно, надо уже удобрять, потому что все требуется удобрения уже. Дальше находится филодендрон. Вот этот у меня. Это Black Cardinal, по-моему. Вот он огромный. Он находится в большом горшке. Это у меня Rings of Fire. Видите, я его укореняю вот таким образом. Он пошел, видите, вот это у него боковые побеги, можно его так укоренять. Но я его решила, вот это сфагнум мох, поливаю, и он сейчас тут укореняется, я потом отрежу корень там. Дальше у меня тоже недавно пересадка была. Это Монстера, Monkey Mask. Вот она упала. Видите, что значит уехать в отпуск? Листья пожелтели, потому что... Осень же на дворе, Валя. Ну да, но все равно это не есть хороший показатель. Вот он разворачивается. Видите? Дальше. Это у меня тоже, видите, посыпался аспарагус. Ну вот он пускает новые, видите. Ну это все с балкона. Это все с балкона, поэтому оно... Все в таком состоянии, ну, как бы сказать, повреждения, будем так говорить.
Это у меня это Николай, это стрелиция Николай. Она у меня уже выпустила новые вот эти 2 листа. Я ее когда-то купила за 6 франков. И она мне радует. Растет хорошо. Надо тоже удобрять. Земля, конечно, уже грунт сухой. Вот. И дальше у меня вот это вот тайское созвездие. Она выпустила новый лист. И видите, что делается. Надо посмотреть, что с ним. Ну, пока не буду трогать. Я удобрю, посмотрю, как он будет выпускать. Вот он уже готовит новый лист. Посмотрю, если новый лист будет тоже поврежденный, то мы его... Тоже стоял на балконе. Давай первый ряд унесем, а потом Давай, не мешал. давай. Продолжаем. Чуть-чуть убрали, хоть появился просвет. Значит, это папоротник у меня. Видите, он тоже был на балконе. Белое. Вот, и вот он ваечки сейчас начал выпускать. Чуть-чуть он от жары отошел. Потому что у нас балкон застекленный. Ну, жарковато было, видите. Попожались листья. Но ничего, зато много новых ваечек выпустилось. Все хорошо. Это у меня монстера. Фенстерблат. Вот она выпускает новые листья. Я ее сразу на вот этот вот палочку поставила. Закрепила. И вот она сейчас корнями будет цепляться. Видите, вот она уже пускает сюда корень. Это воздушные корни. А это, видите, она входит уже в кокосовый вот этот столбик. Тут я немножко пластмассовый сделала, чтобы их немножко удержать. Но это на белые не обращайте внимания, потому что я их обрызгивала, прежде чем занести. Ну, вот такая монстерочка красивая растет у меня. И радует уже. Уже радует листья. Уже прорези пошли в листах. Это хорошо. Дальше. Монстера тайское созвездие. Еще один дубль 2. Тоже поставила на кокосовую палочку пока. Но еще не прикрепляла. Потому что или палочку надо развернуть, и она, вон, видите, аж трещит там. Вот. Вот А она. Валя, не штанга раз. Ну, или штанга можно ее назвать. Ну, палочка как-то, Ну, как у женщин, волшебная. знаешь, когда или гаечки, или болтики, или железочки, все вот так. Понятно. Техническая инструкция такая вот. То есть вот это вот монстера тайское созвездие у меня уже выпустила второй лист при мне. Вот этот вот, видите, вот где белая, она начинает немножко портиться. То есть вот эти вот все нюансы, они всегда портятся, будем говорить так. Вот фикус у меня Руби. Тоже маленьким купила вот таким вот. И вот он растет потихонечку. Тоже он у меня на контроле был. Фикус Мелани. Было 3, стало 2. Ну, немножко, по-моему, листопадит. Видите? Вот это его надо... Я его протравила, а все равно надо еще просмотреть. Чтобы не было ни гнили, ничего. По-моему, я его делаю пересадку попозже. Потому что, ну что это, две палочки маленькие стоят. Не пойми что. Вот тоже монстера. Фенстерблат. Вот она у меня выпустила. Еще маленькая. Я ее купила, так думаю, для дочери выращу или все. Ну вот она. Это у нее старший лист, и он начал портить. Тоже стоял, ой, извиняюсь, на балконе стоял. Все вот эти цветы почти все стояли на балконе. Я с ними сильно не церемонилась. Ну вот. Вот White Host. Это филодендрон White Host. Вот он пошел у меня в зелень. Видите, он и на освещенном участке стоял. Ну, надеюсь, что, может быть, вот этот листочек будет более светлым. Видите, у него особенность такая. Он выпускает вот такие вот, наверное, для привлечения. Видите, вот блестящие. Для привлечения насекомых или я не знаю. Сильно я не знаю. Вот он, в принципе, он не White Host, а Mink Host. Потому что вот у него такие вот. Это старый лист, видите, он еще не опал, ничего. У них тоже вот эти боковые корни. И тоже можно вот так обрезать и укоренять. То есть хорошее растение. У меня их 2 почему-то оказалось. Вот еще одна монстера. Маленькая-маленькая. Купила ее за 1 евро, по-моему. Евро с чем-то.
Вот, посадила, она мне вот тут растет в этом маленьком, видите, вот в таком горшочке. Что-то я корней не вижу. Ну, пускай, разберусь. Все равно мне очень предстоит большая работа. А вот красиво. Стендаптус. Вот такой стендаптус у меня. Красавец, необыкновенный. Но вы видите, что с ним делается. Его надо будет тоже что-то делать. Мне вот эти вот большие просветы не нравятся. Но я обрежу его, укореню и сделаю гуще. Пусть пока стоит. Вот. Дальше у меня вот этот вот, это алаказия, болела сильно. Она у меня давным-давно, очень давно. Ну, как давным-давно? Ну, вот. Очень давно, Игорь Иванович. Вот. Это я старые побеги отрываю. Вот он листья распускает. Напал на него паутинный клещ. Как я боролась, никому не сказать. Вот это я все пообрезала. Вот последствия паутинного клеща. Видите, какие листья бывают? Это был тут насекомый. Видите, еще листья побрызганные. А вот уже свежие, уже идут чистенькие. Вот. Дальше у меня тоже еще один филодендрон. Я думала, он у меня погибнет. У него листья вообще вот это вот очень большие вырастают. Он у меня был крупный. Я обрезала и выкинула. Но он насчет вот щитовки, он настолько любит его насекомые, я даже вам сказать не могу. Я столько намучилась с этой щитовкой, другой напал. Вот у меня фикус еще один. Такой вот, тоже листопадит, потому что поменяли ему вольную жизнь на невольную. Ну вот он выпускает новые. Все хорошо у него. Оля, опять, может, чуть унесем, хоть глянь. А Давай. ты не можешь показывать. Давай. Продолжаем. Это у меня Гебу Блю или Блю Гебу. Я в последний раз перед отъездом я его пересадила. Он еще такой немножко сомневающийся. Ну вот, выпустил уже новый листик. Тоже посадила его на кокосовую штангу эту, или как Игорь Иванович рассказывает. Ну, в общем, растет пока. Видите, вот листики еще вяловатые. Ну, еще не время ему окрепнуть. Но уже... Вы представляете, какая работа мне предстоит? Вот сансеверия, Оля. Сансеверия. Сансеверия лауренти. Лайм, короче. Это у меня после, как бабочки были, помните, я... Ну, кто не смотрел, посмотрите предыдущие видео, как я с ними боролась. Вот, они материнское растение съели, ну вот осталось, видите, я уже не трогаю, боюсь даже трогать, чтобы пересадить в более маленькую, но пусть растет. Ну, это красивое очень было, очень красиво. У него вот эти вот желтые были. И бабочка, вот эта бабочка называлась, она как картофельная моль, как мы уже потом переводили с садовым центром. И она, вот этот вид сансеверия, она имеет внизу как вид картошечки такой. И она вот эту картошечку спокойно... Личинки она оставляет, а те Да, питаются картошкой. да. И выбирает красивые цветочки. Да, сколько уже мне попортили, и крови, и все. Ну, спаслись. Актара Игорь Иванович привез в Россию, Актару. Вот у меня филодендрон сердцевидный, тоже очень сильно болел. Ну вот, вроде начал немножко отходить. Я его хотела размножить, но что-то он у меня не получается на размножение. Ну вот пока листики маленькие, ну вот уже идет, видите, разворот хороший. Вот, все растения, естественно, пройдут еще большую химическую обработку, потому что за 2 недели... Так, это эпипремнумы. Вот он красавец такой красивый. Это тоже для полива, они ж водохлебы вот эти. Тоже надо немножко обрезать. Тоже много работы. Вот этот мой тоже любимец. Это платинум, алаказия платинум. Я думала, что это такое. Красавец. Разворачивает лист. Тоже надо будет установить его куда-то. Он как конь уже растет, и я не знаю, что с ним делать. Уже тут палочек наставила. Игорь Иванович, ты тоже должен заняться этим. Да что ж, не заняться нечем больше. Займешься. Надо палочки поставить.
Так, вот это вот Happy Leaf. Видите, я когда говорила вам в одном из видео, что пока он без штанги, он уменьшает листья и вот какого-то они цвета. Видите, вот такой он был красавец. Вот некоторые листья прям красавцы. Белые вот выходят, видите, красивые. Ну, это молодые. Это я подсаживала сюда. Он один, я его отрезала, потом еще раз подсаживала. Ну, медленно растет он у меня. Он на фитильном поливе. Нет, не на фитильном. Видите, тоже. Надо, может быть, его пересадку тоже сделать. Это Руби. Маленький купила, но он и сидит маленький. Ну, вот вроде начал жить. Вот такой маленький фикусик я когда-то купила, тоже сидит. Не знаю, что с ним делать. Это Бразил вместе с филодендроном. И вот с вот таким лаймом. Филодендрон лайм, или как его еще называют. Посмотрим, что из этого получится. Я их такими купила, они были очень маленькие. Ну, вроде растет, все хорошо. Посмотрите. Новые листья. Вот эти вообще солнечные такие листья, точечки выпускают красивые. Вот тоже Happy Leaf. Ну, это старый лист, не смотрите на него. Вот эти два старых листа я сейчас обрежу. Вместе с филодендроном. Видите? Я его посадила тоже вместе. Пускай. Вот она будет, красота какая. Видите? Ну, тоже надо, требует уход. А вот сансеверия, Валя. Тоже из выходцев после бабочковая. Я ее тоже спасаю, не трогаю. Боюсь даже на нее дышать. Она настолько красивая, настолько она мне очень нравится. Ну, пострадала. Ну, вот вроде листья идут. Внутри нету, коричневого нету. В общем, когда вы покупаете сансевери, смотрите обязательно внутри. Если коричневый, то лучше не берите. Потом заразите все растения. Вот у меня Налина растет. Я ее как-то забыла на балконе. Она стояла, забыла полить, и она сама начала выкручивать. Это тоже алаказия макрохица или макрорица ее называют. Тоже пострадала у меня, стояла на балконе, пострадала от мучнистого червеца. Я вот эти обрезала, старые листья. Вот остался один этот. Видите, ее ребенок, вот который, ну, клубень видно, пожелтел, надо разобраться с ними. И спатифил, он цветет, ничего ему не делается, видите. Начинает зелененьким, вот такие вот цветочки у него красивые. Растет. Но он какой-то... Он не будет крупным, мне кажется, он таким мелким и будет, потому что это было, помните, если кто не видел, распаковка, посмотрите на канале у нас распаковка вот этих растений. Я их купила там за очень маленькую цену. Вот, так что, то есть вот. Ну что, переносим в зеленую комнату опять? Да. Назад? Да, все. Так и для чего ты выставляла их? Я выставляла, чтобы дочь поливала и смотрела за ними. Ну, у дочери было мало времени, но она очень старательно полила. Я вижу, все не пересохло, ничего. Молодец. Спасибо ей большое. Замечательная дочь. Растения, которые нуждались в поливе в эти 2 недели. В первую очередь, да. Ну, а те, которые... Ну, мы ночью прилетели вчера, и я быстро поливала. Ночью. Ходила тут с этими поливалками. И мне не давала спать. Гремела. Ну все, давай перетащим, и пересадка у нас. Сегодня у нас пересадка тех растений, которые мы привезли с Гран-Канариен. Мы там ходили по садовым центрам. Предыдущие видео мы выставим, где мы это все покупали. Ну, вы спрашивали, покупаем мы или нет. Ну, покупаем, ребят, всегда. Что-то мы интересное для себя покупаем. Вот. И сегодня пересадка растений, которые еле-еле довезли. Наш чемодан уничтожили практически, новый чемодан. Потому что его кидали как попало. Мы еще упаковали так хорошо. Был магазинная упаковка, потом еще сверху картон упаковка. И все равно растения как будто на них прыгали. То есть обломали вот этот кактус. Тут грунт. Вот этот вот, я не знаю, выживет стапелия моя или нет. Она так цвела хорошо. Она там уже на Канарах напилась. Все у нее было хорошо, замечательно. Ну вот после поездки такой глубокой у нее началась депрессия.
и адениум. Сегодня мы пересаживаем сейчас грунт. Будем пересаживать вот эту вот Мы драцену. будем спасать остаточки, Валь. Да, да, больше по-другому никак не скажешь. Вот тут был уже новые ростки, видите, 2 новых ростка обломились. Ну, вы знаете, что как бы, ну, в этих самолетах я не знаю, как в других самолетах, ну, с Канарских островов они, вот отломленная, вот еще растет. Тут верхушечка сломлена, она должна была давать боковые побеги. Ну, видите, благодаря нашей авиации, хоть и европейская, но кидают чемоданы, как будто они, я не знаю, как будто они чужие, не свои. Вот, я приготовила вот такие старые. Когда мне готовить, я тороплюсь все пересадить. Это пойдет сейчас в грунт вот туда. Вот такой вот. И буду наблюдать за ней, как она пустит боковые побеги. А потом, когда уже ей будет тесно в этом горшке, мы пересадим ее. Это я купила в магазине, прям рядом с отелем. Ну, единственное, что вот это вот 3 растения мы купили в садовых центрах, но никому это не запрещено. Ну, наговорил на статью, короче. Я не виновата. Будешь сухарины, Валя, носить. Будешь худеть там. Так, сажаем. Это индийская. Это что-то новое для меня, драцена индийская написано. А с Индии написано было. Ну, купила. Я не помню, вот там предыдущее видео, посмотрите, мы все вот эти вот распаковываем и показываем то, что мы там купили. В отеле мы вам сделали видео. Ну, я думаю, что вместится. А если не вместится, то придется новый горшок. Как ты думаешь? Вместится, Валя. Так как корни не должны так... А притоптать его и все. Надо другой горшок, наверное. Давай вот этот коричневый. Вот. Вот тут уже более... Чтобы потом не пересаживать его. А грунт, скажу вам, у меня уже был подготовлен, поэтому некогда было его как бы фасовать. Вот я его сейчас чуть-чуть там, пусть он расправляет корни, этот драцена. Но она мне понравилась, так насчет вот эти листья у нее красивые. Вот. Сейчас мы ее и притопчем. Надо будет все равно палочку какую-то ставить. Я сильно не хочу ее грунтом засыпать, потому что у нее там боковые побеги пораненные. Может быть, кривая она какая-то, кривилась. Ну, правда, мы так недовольны были, а еще чемодан настолько грязный был, я не знаю, где. Чемодан был. Да, вот пошла, первая пошла. Дальше пойдет у меня, это хоя я приобрела, видите, корневая хорошая, мы там обмыли. Это хоя блонди, вот, хоя карноза блонди. Мы ее также посадим в грунт, а потом посмотрим на ее поведение. Если у нее будет поведение хорошее, мы ее пересадим. Ты посмотри, что-то я сегодня не угадываю. Или угадываю. Угадываю. Мы ее пересадим потом. Размерами? Ну да. Ну, я бы вот такие брал. Вот. Побольше? Да, конечно. Не, она тяжелая, мы ее будем еще в другой сажать вазу, ну, переставлять, чтобы она не упала. Она очень тяжелая, потому что у нее листья настолько толстенькие. Вот. И вот так ее сейчас утопчу маленько тут сбоку. И все будет хорошо. И что я пересаживала растения, только 2 пойдут на кладбище перед отпуском. Видите, она падает. Вот. Ее надо будет на палочку ставить ровно, полить и потом на палочку поставить ровно. Листья очень толстые у нее. И вот она такая на солнце красивая цвела. Эти у меня горшочки чистые, я их помыла. Просто они немножко... Вид у них не новый. Ну, что, я буду каждый раз покупать новые. Вот. Сейчас этот по центру посажу. Чтобы всем понравилось, как я по центру сажаю. А то
Скажут, что ты опять не по центру посадила. Конечно, мы еще с дороги ребят уставшие, как эти. Не знаю, 2 самолета, это было тяжеловато для нас в нашем возрасте. Ну, тем не менее, мы прилетели, еще сонные, еще это, и я тороплюсь все это пересадить, поэтому, может быть, будет кому-то скучновато с нами сегодня. Ну, простите нас, мы просто сонные. Игорь Иванович выспался сегодня? Ну да, можно сказать. Но все равно ты знаешь, как я после самолета. Да и я такая же. Далеко не ушла. Вот он, красавец какой, посмотрите, вот такой он, загоревший на солнце. Вот. Я буду за ними наблюдать. Вот этот я посажу уже сюда. Он действительно... Или нет? Посмотри, сейчас я померяю. Нет, сюда посажу. Я не хочу, чтобы они быстро пересыхали. Сейчас уже вот включили мы отопление. И я боюсь, что они быстро будут пересыхать при отоплении. Но мы ненадолго включаем, потому что у нас квартира теплая считается. Чуть-чуть подогреваем, а потом опять... Вот сейчас у нас где-то 24, да, наверное? А мне сегодня жарковато. Ну, приехали, мы забыли окно закрыть. У нас такая холодина была. Я не знаю, как цветы выжили, но даже Игорь, насколько он переносит холод хорошо, я сразу теплый халат одела и молча хожу. А Игорь, что-то у нас холодно, тебе не кажется? Потом глянь, окно открыто у нас полностью. А еще дочка говорит, вы специально окно оставили открытым? Я думаю, какое окно? Ну, тут, конечно, если бы плохая погода была, тут, конечно, была бы проблема у нас. Вот так посадила. Корешки будут видать чуть-чуть. Это неплохо. Ну, буду наблюдать за ними. Вот. Они пойдут в такие еще горшочки специально, чтобы они не падали. Вот. Дальше. Что у нас тут? Тут я добавила уже смокот. Это я приготовила смокот в кактусовую землю. Вот подобрались мы к сансеверии. Эту сансеверию мне подарил Ника, Гран-Канария. Вы можете к нему посмотреть, зайти. Это его собственное производство. То есть он опылял сансеверии, изготавливал. Это смешанное. Это как китовая вали, как по-русски, я не знаю. И черное золото. Все это вместе он скрестил и сам вырастил. Вот, Ника, мы довезли, если смотришь. Спасибо тебе огромное. Замечательное растение, я очень рада. Вот оно у меня пойдет в такой горшочек маленький, и буду за ним наблюдать. Он знает, что сансеверию я люблю, и она у меня сохранится. Если никто опять не будет их есть. Да. Эти бабочки мне, конечно, нанесли существенный урон. Картофельная моль называется. В общем, они любят сансеверию. У сансеверия есть картошечки, они быстренько их, так сказать, кушают. Очень рада, мы с ним пообщались на общие темы. Замечательный парень. Вот. Он красиво ведет свои видео. Если кому интересно, мы можем оставить ссылку, или же найдите в гугле Ника Гран-Канариан, и там вы увидите его все видео. Он красиво рассказывает обо всех. Не то, что я. Он знает много растений, но у него канал уже существует не столько, сколько у меня. А вот его палочка тут будет стоять. Так, дальше вот еще у меня одно растение. Поломалось, ребят. Поломалось. Я не знаю, трогать его, не трогать. Это какое-то новшество. Вот. Я забыла его название. Я в прошлом названии говорила, как его зовут. Вот, Ну, это плющ, Валя. Нет, это не плющ. Я думала, что это плющ, но он как-то по-другому называется. Я в прошлом видео посмотрите, кому интересно, там название я все говорила. Я его вот оставлю в так. Просто я его пересажу. Более мой грунт, который удобрен уже. И неудобно держать. Ой, а что ж я сюда грунт?
сыпала с него? Не знаешь? Не знаю, Вань. Ты хоть бы подсказал. Я ж еще сонная. Вот это вот тоненькие, тоненькие. Ну, будем смотреть. Ну, погибнет. Что ж теперь? Тоже притоптать надо, Валя. Да уже тут топчу. А то, что отломалось, я поставила в воду. Я посмотрю, вырастет, не вырастет. Он был покрупнее. Вот там. Да, там у меня не госпиталь, но тут все уже корни попускали, но буду делать еще пересадку с них. Я хотела до отпуска все пересадить, ну, посмотрела, там корни слабые, думаю, не буду трогать, уже после отпуска прилечу. И вот такой, это не плющ. Он толстые такие растения, ой, как этот, он суккулент похож. Вот такой вот, новый. И хочу пересадить адениум. Я его не буду сильно. Знаете, чем привлек меня этот адениум? У меня своих 8 штук адениумов. Разные там я брала еще в Испании, покупала. Вот. Люблю эти растения. Но тут мне попался вот этот адениум, потому что у него тонкие листья. Обычно у него кругленькие листья. Вот. И он попался мне, но думаю, что ж не взять. И он стоил 2 евро. Не 2 евро. Он попался... Вот это все вместе продавалось. 3 штуки за 10 евро. Стапелия, вот этот кактус и вот это вот адениум. То есть я его посажу вот в такой вот горшочек. Точно. Сейчас немножко грунт на низ. И вот так. Надо мне заняться с адениумом. С ними очень интересно заниматься и наблюдать, как растет вот этот вот стволик ихний. Такой он толстенький называется. Я люблю толстенькое все. Ну, видите, он помятый вообще. Я не знаю, как он отойдет, отопьется или нет. Я видела, как адениумы цветут. Есть специально люди, ухаживают за адениумами. Они настолько красиво цветут, что есть разные сорта их. Есть, как бонсай выращивают. Есть люди специально обрезают, чтобы вот этот ствол был толще. Вот. Чем толще ствол, тем ценнее растение. Вот так вот. И он не нуждается в сильном поливе, я вам скажу. Вот я уехала. Если ты его чуть-чуть полил или перелил, все. Он сбрасывает листья и остается недоволен. Вот такое вот каудексное растение. Ну что, сейчас мы переменим наше это и будем сажать уже в другой грунт. Специальный грунт для кактусов и суккулентов. Это я высыплю. Ну что, поменяли мы грунт. То есть у меня специальный грунт для суккулентов. Это я сейчас добавила осмокот немножко. Ну, суккуленты тоже любят удобрения. Ой, сейчас я еще насыплю щедрой руки. Конечно, можно было сейчас тут более растянуть, ну, как видео, чтобы показывать, как мы все это медленно делаем. Тороплюсь, ребят, мне так жалко эти растения, вот прям жалко. Потому что Особенно мучились. обезьяний хвост. Да, обезьяний хвост, мы сейчас его будем пересаживать. Давай с него начнем. Сейчас, не, давай сначала с маленьких начнем, пожалуйста. Вот смотрите, с кактуса. Все обломилось. Это сейчас у меня на просушке. И буду сажать отдельно. Через 2 дня я его посажу в этот грунт специально. А этот вот я пока не хочу трогать, ребят. Он хорошо сидит. Вот я его просто полью и поставлю такой красивый горшочек. Вот, то есть будем считать, что он пересажен. Он находится в хорошей земле. Вот это лава у него, песок. Так что не будем трогать. Вот у меня это варигатный кактус. Высыпался грунт полностью. И у меня есть уже такой. Сейчас я вам покажу его, как он у меня растет. Прервемся. Вот смотрите. Это я когда-то давно купила. Купила его за 7,50. Это я купила его в специальном кактусовом центре. И вот он у меня, вот таким купила. Это он уже где-то на сантиметра 2 подрос. Это называется
Эфорбия мамилярис варигатная. Видите? Не требует ничего. Настолько хороший. А когда мы его пересаживали, отломался. И вот он уже укоренился, все ему нравится. Все хорошо. Только тут грунты разные. Кстати, его надо полить. Что-то мне кажется, что его надо полить. Надо было тут рядом показать. Ну вот, принцип одинаковый. Только на этом колючки какие-то большие. Видите? Варигатный. Ну, посмотрим, как он может, одна растет. женская особь, а другая мужская, Оля. Вот эта с колючками женская. Так, сейчас мы его выкинем. Сильно не буду отряхивать, пусть немножко родной земли останется. Вот так. Мы его пересадим вот в такой вот. Думаю, что у меня меньше нету, к сожалению, горшков и больше нету. Надо уже заказывать. Вот чуть-чуть песочка, камешков. Вот на дно. И вот так мы его посадим. Естественно, все будет поливаться, еще обрабатываться. Надо было, Валь, с собой мешочек привезти вулканической породы. Ой, ну вот это ж еще с мешком самолета нас бы сняли. Он какой-то внутри пустоватый, что-то, как он, надо его напоить. Сейчас я его чуть-чуть подниму и притопчу. Легонечко. Вот так. Вот он, пошел. Второй пошел. Так, вот этот вот я не буду пересаживать. Он весь в грунте, потому что его кидали, крутили. Не буду пересаживать. Он в хорошем грунте находится. И у него замечательный грунт, и горшочек замечательный, все хорошо. Ну, стапелию сам Бог велел пересадить. Посмотрите, какая корневая там. Вот эти цветки отцвели. Я думала, они семена дадут, но никто ничего не дал. Но она еле живая. Ее надо обмыть, она грязная. Бедная стапелия. Ну, цвела, это стапелия гигантеус. Есть у нее огромные цветы. Я вот в прошлом видео, посмотрите, я показывала. Вот. Видите, что творится? Не, бедная. Не буду сильно ее трепыхать, она и так бедная. Я ее сейчас чуть-чуть растормошу, налью воды ей побольше, чтобы она попила, и будем радоваться. Я люблю стапелию. У меня уже где-то 3 или 4 стапелии. Игорь Иванович по ошибке назвал стапели. Ну, я послушал, отстав, я и назвал. Ну, я не смеюсь с него, я-то тоже бывает такие ошибки смешные делаю, что никому не советую. Ну-ка, сейчас я вот в этот горшок ее посажу. Больше хоть возьми. Нет. Нет? Сломался. На выкидание не пойдет. Вот. Чуть-чуть больше. Ей тут будет хорошо, Игорь. Я чувствую по ней. Ей будет очень хорошо. Не будет ей тут хорошо. Вот тоже нашла использованный мешочек. Ой, горшочек. Ты когда говорил за мешок вести этой лавы, так я до сих пор у меня в голове. Напугал, наверное. Напугал. Сейчас я присыплю вот этим грунтом, ее практически родным. Вот, для суккулентов. Тут удобрение, все. Она хорошо должна подняться. Ну, не знаю, не уверена. После таких стрессов люди еле живые, а растения, вы понимаете, что... Я не знаю, как с других стран присылают, но это вообще, конечно, было стресс большой для моей сапелии. Да, Игорь Иванович? Да, Валя. Для нас тоже был стресс. Ну ничего, мы не жалуемся. Мы ехали осознанно. Мы ехали в отпуск. И у нас все получилось, все удачно, все хорошо. Загорели, отдохнули, подлечились. Я уехала с таким кашлем, приехала уже без кашля. Все. Вот такая сапелия у нас.
Так, Дальше мы одеваем перчатки и будем пересаживать хвост обезьяне. Вот такие вот перчатки мне я купила специально. Как бы они от кактусов. Ну, посмотрим. Сейчас я вот сюда насыплю. Он очень тяжелый и очень ненадежный стоять. Надо будет еще внутренний горшок еще один горшок ставить. Видите, как мы его везли, замотали. Там были маленькие. Ну, знаете сами, кто цветоводы. Маленькие мы не выбираем. Мы идем всегда трудным путем. Вот. Мы его от земли сильно не отряхивали там. Вот, это. сорняки Сорняки, да. канарские. Там сорняки только в садовых центрах. Так, земли надо, грунта побольше. Для суккулентов у меня грунт специальный. Но у меня уже есть такой кактус, я его очень люблю, очень ценю. Надо его побольше цвета ему, то он начал истончаться. И он цветет очень замечательно, очень красиво. Ну, он и не дешевый сравнительно. Я вам скажу, вот я тут видела в центрах, в садовом центре, где продаются кактусы и суккуленты, он 30 франков минимум стоит. Вот. А это я купила за 7 или за 8, я уже не помню, за сколько. Ну, пока довезли его, искололись все. Такой вот. Видите, он настолько тяжелый. Посмотрите на этого красавца. Он красивый. Цветет замечательно. Я его сейчас полью, отряхну от всего. И поставлю в обыкновенный горшок. Сейчас пока поставлю вот так. А потом поставлю его в горшочек. Ну, а это будет ждать свою очередь. Сейчас подсохнет дня 3-4. И мы его будем сажать. Вот эти вот. Видите? Ну все, Валя, молодец. Да. Да что молодец. Я уставшая очень. Ну все. Всем до свидания. Всем хорошего дня. Желаем спасибо за хорошие комментарии. Мы читаем, мы довольны. Все, до свидания. До свидания.